Напильник ювелирный, надфиль. Инструмент тоже можно использовать. Как стоматологические боры. Дальше ребро одно. Вот тут есть вот овальный. 35-40 градусов. Если инструмент у вас будет гулять вот таким образом, вот чем крупнее зубья на инструменте, замечательно можно это делать. Уперлись в боковой край заготовки. Вот таким вот образом аккуратно можно обработать деталь. Очень хорошо пригодятся в повседневной модельной жизни, скажем так, потому что здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео продолжаем говорить о напильниках и надфилях. Для примера возьмем половину башни от модели танка Т-26 в масштабе 1:35. И вот здесь вот есть остатки от литника. Их, естественно, нужно убрать и зачистить места. Конечно же, такую вот деталь в тиски закрепить практически невозможно. Поэтому ваша свободная рука, естественно, у меня левая, так как я правша, у левши все наоборот, будет выполнять роль этих самых тисков. Ну, принцип тот же. Необходимо постараться обеспечить максимальную неподвижность деталей. Ну, естественно, полностью вот каменной, чтобы она была, сделать не получится. Но постараться нужно. То есть удерживать необходимо плотно. Может упереть в стол. Ну, вот сейчас и посмотрим. Для начала уберем лишнее. И вот таким образом. Возьмем правильно в руку инструмент. Прижмем к столу, к столешнице. Положим вот таким образом и аккуратно. Кстати, вот можно упереть в этот палец, что очень даже удобно. И таким вот небольшим косым штрихом, кстати, потихонечку попробуем убрать. Да? Ну и хорошо. Зачистили. Прекрасно. О, вот теперь когда видно, совсем по-другому все. Более локально он работает, потому что уже, как вы видите. Да. Хорошо. Ну вот, собственно. Так. Как выглядит повседневная жизнь моделиста. Да? Без тисков, рука это тиски, правильно взять инструмент и зачистить поверхность. Другой пример. Это у нас диск от колеса самолета в 32 масштабе Альбатрос Д3. Ну, тут, естественно, вот есть облой. Ну, в данном случае можно, конечно, убрать и скоблением, но так как мы рассматриваем напильники, надфили, значит, попробуем надфилем. Вот в данном случае, кстати, очень, скажем так, узкая у нас поверхность, которую необходимо обработать. И может получиться так, что широкий инструмент будет гулять вот в разные стороны, вот таким образом. Это, конечно, допускать нельзя. Поэтому можно взять более узкий, в данном случае это квадратного сечения надфиль. Немножечко упереть в палец этот самый надфиль. И вот уже известными вам движениями, обратными радиусу, да, вот таким вот образом аккуратно произвести работу. То есть палец этот служит ограничителем и, во-первых, надфиль не соскальзывает, вот так вот, как вы понимаете. Вот он лежит на пальце и на поверхности, которую нужно обработать. И вперед, аккуратно, не спеша, можно обработать и вывести хорошую поверхность. Ну, я буду показывать схематично, да, потому что для понимания вопроса, да, до конца не будем мы обрабатывать деталь. Вот такой пример. Или тоже колесо. Тут тоже видны вот такие вот следы от литника и есть вот
облой небольшой. Тут наоборот. Тут, кстати, можно взять более широкий инструмент. Опять же, взять вот таким образом. Ну, вот так, наверное, будет удобно, я так думаю, да. И уже известным вам движением убрать остатки этого самого литника. Это номер, кстати, 4 мы сейчас работаем. Медленно идет, да? Медленно. Хорошо. Тогда давайте возьмем номер 2, чтобы было быстрее. Опять же, торопиться не нужно. Теперь возьмем квадратный надфиль, уже номер 4. И вот так вот подработаем. Ну вот, теперь все более-менее гладко. Ну вот так это выглядит. Ну, остальные, естественно, можно сделать, ну, необходимо сделать таким же образом. Есть еще один способ. Я называю его неправильным. Но в любом случае, в нашем деле он действенный. А именно, положим, возьмем уже надфиль покрупнее. Вернее, напильник, это уже не надфиль. Да. Подложим вот такую штуковину, чтобы не работать вот на весу. То есть, что имеется в виду? Вот вы видите, что есть расстояние. Ну, конечно, поломать его сложно. Но знаете, кстати, напильники, надфили сделаны из очень твердой стали. А очень твердая сталь, соответственно, очень хрупкая. Поэтому, уронив напильник, например, на пол, и если у вас, или надфиль, и если у вас бетонный пол или каменный, этот самый напильник или надфиль может запросто поломаться. Просто тресь и все. Итак, кладем вот эту такую подкладку. У нас, например, есть кусочек полистирола. Вот у нас кривенький такой. Да? Его необходимо выровнять. Все с точностью да наоборот. Теперь у нас деталь двигается, а напильник стоит на месте. Вот так вот наискосок деталь необходимо поставить. И вот таким образом обрабатывать. Это у нас один косой штрих. Повернули. Это у нас второй косой штрих. И параллельно кромкам напильника последний штрих, скажем так. Необходимо потом повернуть деталь вот таким образом. Почему? Потому что край, который, скажем так, встречает, да, первым идет навстречу острию зуба, имеет тенденцию стачиваться больше, нежели второй край, который находится сзади. Поэтому, опять же, повторим процедуру. И опять перевернем. И то же самое. Ну, вот таким образом можно обрабатывать деталь. Естественно, как вы видите, во время работы надфиль, напильник забивается. Вот как правильно их чистить, напильники надфили, дальше и поговорим. Интернет-магазин для моделистов Hobby Link Japan представляет огромный ассортимент на своих страницах. Проще сказать, чего здесь нет, нежели перечислить то, что есть в наличии. Магазин всегда одним из первых предлагает самые ожидаемые новинки, на которые можно оформить предзаказ. Отдельно может порадовать раздел масштабного моделирования,
где представлен широкий список производителей. Гражданская автомототехника, авиация, флот, бронетехника, военно-историческая миниатюра. И все это во всевозможных масштабах. Кроме вышеперечисленного, здесь можно найти краску, фототравление, декали, конверсионные наборы, инструмент и сопутствующую оснастку. Воспользуйтесь ссылками на страницы магазина в описании под видео. Заходите, выбирайте и приобретайте то, что вам нужно. Тем самым вы окажете помощь данному каналу. Igmar TV Scale Models. Конечно же, в процессе работы, как вы можете видеть, напильник или надфиль забивается стружкой. И, естественно, время от времени его необходимо чистить. Иначе съема стружки просто не будет. Начнем с того, как не нужно делать. А не нужно чистить напильники или надфили стальной щеткой. Ни в коем случае этого делать нельзя. Особенно нельзя вставлять эту самую щетку в бормашину и бормашиной вот это вот проходиться по насечке так 2-3 раза, и этот самый напильник или надфиль можно будет сдавать в металлолом. Это делать ни в коем случае нельзя. Самый такой вариант простой, это взять все-таки щетку латунную обязательно. Никакой бормашины. Нет. И вот таким образом вручную, вот таким вот образом чистить насечку. Начинать, естественно, нужно с главной насечки, вот вдоль нее. Но это не самый правильный способ. Самый правильный способ очистки напильника надфиля — вот, медь. Либо медный брусок, либо, как вы видите, медная проволока. Вот такая жесткая, упругая. Кстати, а сколько здесь для информации? 3,5 мм, нет, 3,2 мм. Такая плотная. Необходимо откусить кусачками конец, чтобы был вот такой вот, как перо, что ли, если можно так выразиться. И вдоль основной насечки каждую насечечку вот таким вот образом пройтись. Хотите вы того или не хотите, а придется. Естественно, полистирол не самый сложный материал для, так сказать, очистки надфиля напильника. Больше всего проблем будет с алюминием, потому что он забивает насечку и запрессовывается достаточно серьезно, так сказать, уверенно. И вот опять же, вот таким способом нужно будет его чистить. По всей загрязненности, если она есть. Естественно, необходимо поговорить о технике безопасности. Это обязательно. Один напильник и второй напильник. Это поменьше, это побольше.
Как вы видите, один напильник имеет ручку, другой напильник не имеет этой самой ручки. Так вот, берем мы инструмент, да, вот так вот, без ручки который. Ну и представьте себе, что вот работаем. И может произойти соскок руки. Обратите внимание, где хвостовик у нас. А теперь еще раз. Вот вы держите напильник, произошел соскок. Куда напильник зайдет? Правильно, прямо в руку. Вот сюда. Вы даже и не поймете, что случилось. Зайдет как по маслу. Ну, потом вы же понимаете. Больница, хирург. Вы, главное, не выдергиваете его так и сидите, ждите скорой помощи. Да. Вот. Можно остаться инвалидом. Это не шутки. Поэтому работать напильником необходимо только тем, который имеет ручку. Ни в коем случае не применяйте напильник без ручки. Говорят, можно подмотать тряпочку сюда. Так тряпочка что же двигается? Вот так с тряпочкой, как я уже показал, вот сюда в руку и дальше, и зайдет. В этом можете не сомневаться. Никакой тряпочки. Ручка. Все. Кстати, нашел я старый советский напильник. Вот он. И здесь, посмотрите, какая потрясающая ручка анатомическая. Просто замечательно. Так, раз, взял. И очень удобно работать таким вот инструментом. Поделюсь с вами размерами, на всякий случай. Ну, вдруг у вас есть станок, или вы можете заказать в мастерской такую ручку. Очень рекомендую. Очень удобная, так сказать, вещь. Итак, общая длина у нас получается 80 миллиметров. Здесь у нас, ну, считайте, 150 миллиметров. Диаметр начала ручки 29 миллиметров. Максимальный диаметр ручки 32 миллиметра. Минимальный диаметр находится на расстоянии 250 миллиметров. Вот он. А максимальный на расстоянии 60 миллиметров. Ну, примерно так. Так, с этим мы разобрались. Хорошо. А дальше правила хранения. Обязательно нужно поговорить об этом. Вот при работе вы используете один напильник, скажем так. Второй вот напильник вам нужен. Надфиль, еще один напильник. Кстати, алмазный. Ну, немножко мало внимания было уделено алмазным. Но по сути дела, принцип точно такой же работает. То есть все то же самое. Поэтому, ну, особо-то и показывать-то и нечего. Все было показано на напильниках, надфилях с насечкой. Вот у вас даже алмазный, допустим, лежит. Обратите внимание, что эти самые напильники надфилей не касаются друг друга. Потому что я нередко вижу в Ютубе, что вот лежат кучей. Я не буду этого делать. Представьте, кучей. И вот мастер, даже ювелир, изъял напильник, поработал, положил сверху. Другой вытащил. Естественно, они начинают что делать? Тереться друг от друга. Это все равно, что взять одним напильником и работать по-другому. Сразу в металлолом можно сдавать. Даже вы просто испортите его мгновенно. Потому что раз дернуть, выдернуть, два выдернуть, оно трется друг от друга. Ну, за недельку, я думаю, такой работы все можно будет выбросить. Поэтому напильники надфили не должны касаться друг друга при работе. Как хранить? Да, собственно, точно так же. Вот пример. Вот такая вот нехитрая штуковина. Вот с карманчиками. Все. Единственное, что, конечно, желательно, чтобы они накрывались вот таким вот карманчиком. Еще одним. Но он у меня здесь поломан, поэтому недееспособный, скажем так. Потому что, видите, может вываливаться, что не очень хорошо. Можно пошить что-то подобное для напильников и надфилей. Из кожи можно пошить, если хотите. Из какого-то грубого материала. Брезента, например. И вот таким образом хранить. Можно сворачивать. То есть вариантов много.
Принцип тот же. Ни в коем случае при хранении надфили не должны цеплять друг друга. Ну, прикасаться друг к другу, давайте так. Но если уж совсем вам не хочется возиться там, ни с чем, не шить, там, самый простой способ. Самый простой способ, вот такая ткань. Обыкновенная ткань. Там, тут она у нас что, в 4 раза сложена. Все очень просто. Берем один напильник, положили, да, подвернули ткань немножко. Второй напильник взяли, положили, подвернули ткань немножко. Там, еще один там напильник, пусть вот будет вот этот вот, да, подвернули немножко. Какой еще? Ну, давайте вот еще один положим надфиль. Подвернули. Вот так свернуть. И в таком виде, в ящик, на полку, как угодно, куда угодно. При работе развернули, разложили, и, в общем-то, можно работать. Так, с этим тоже разобрались. Ну и что ж, теперь необходимо обязательно поговорить о том, об обещанном, а как, собственно, стоматологические боры могут выполнять роль надфиля. Давайте приступим. Стоматологические боры, как уже говорилось ранее, имеют, ну, в данном случае, при использовании их как надфиль, большой недостаток. Они все круглые, плоских нет. По номерам давайте рассмотрим. Так, тут уже пинцет нужен будет. Ну вот возьмем вот этот вот. Вы можете видеть, что здесь желтый пояс, да, поясок. Здесь красный. Вот у этого производителя красный поясок, это крупный относительно. Есть еще синий, с синим пояском. Желтый самое мелкое напыление. Но не алмазный, естественно, как вы наверняка это видите. Вот вы можете видеть и такой. Вот это тонкий очень, да, очень тонкий. Вот очень тонкий. Это с закругленным кончиком, это с плоским. Тут уже поясок стерся ввиду эксплуатации, но тут он тоже желтый. Итак, сейчас будет смертельный номер, потому что вы увидите очень такую хрупкую, тонкую деталь. Не дышите, а то сдуете мне тут все. Не дышите даже. Сам боюсь открывать. Ну, как вы наверняка догадались, такие вот боры применяются для очень тонких работ, исключительно тонких работ. И вот у нас здесь есть вот такая деталь одна. Да, это видно. И вторая. Так, осторожно. Сам боюсь трогать. Сам не дышу, чтоб не испортить. Ну, по сути дела, это фонарь для модели самолета Messerschmitt 262А1А в масштабе 1:48 от фирмы Tamiya. Это самодельный фонарь. Естественно, на самодельный фонарь необходимо, ну как-нибудь расскажу, там технология сложная, но интересная. Изготовить переплет. И вот средняя часть переплета и задняя часть переплета, это собрано на пайке. Ну, из меди, естественно, сделано. А вот передняя часть, вы видите, вот это у нас внутренняя, а это наружная часть. Внутренняя чуть тоньше, это чуть толще. Так вот, эти две детали, они цельные. То есть они вырезаны из цельного кусочка проката фольги медной толщиной 0,1 мм. Так вот, естественно, после это не травление. Процарапывание остается рваный край. Этот рваный край необходимо обработать. Итак, возьмем, естественно, руками, пальцами, потому что тиски здесь никаких применить невозможно. Ну вот есть, например, изгиб, да. И вот таким вот образом можно это дело пропиливать. Или если вот ровная поверхность, тут посложнее. Можно взять, развернуть максимально боком. Вот обратите внимание. И вот таким вот образом осуществлять съем
материала. Потому что если поставить круглый, да, поставить, то будет волна. А так этой волны, ну, в общем-то, можно избежать. В любом случае, нужно очень аккуратно это делать. Видно, да, что вот уже, кстати, очень хорошо снимает. То есть, хорошее напыление. Ну, тут может быть заметно, наверное, что медь немножко уже здесь есть. И вот таким образом, да, по всему периметру, так сказать, опять же, под максимальным углом. То есть, еще раз повторимся, не перпендикулярно, потому что может пойти волна, а под максимальным углом. Вот так. И больше плоскости, и, соответственно, получится более ровная поверхность. Ну, вот таким образом. Опять же, можно взять очень тонкий на конус бор. И вот тут уже, конечно, перпендикулярно, под 90 градусов. Ну, вот так вот потихоньку. Потом можно перейти, наклон сделать, и перейти уже к вот другой части ее. Немножко гуляет. Ну, нажим должен быть очень легким. Иначе фольга погнется, а потом выравнивать ее — это целое дело. Ну, вот так вот. О, вот под углом. Максимальный, вот. Вот таким образом это было все сделано. То есть, вполне себе возможно эти самые боры стоматологические применять как надфиль. Ну, вы это, собственно, видели уже. Собственно, про надфили, напильники и даже боры в роли надфилей было рассказано. Можно приступать, так сказать, к финальному натюрморту. Есть такое дело. Итак, финальный натюрморт. Что мы видели? Вот такой вот напильник. Ну, крупные мы не будем класть, у них совсем уж такая была эпизодическая роль, да. Те, которые вот в основном принимали участие. Напильник такой средних размеров. Ну, надфили номер 4. Вот так. Ага, мы же тут закатали их. Остальные это номер 2. Не видно, да? Ну так вот положим. Вот так. Ага, хорошо. Один положим алмазный. Ну, чтоб как без них. Без них, в общем-то, никак, по идее. Так. Как же, чтобы они не касались друг друга. А то я говорил, не касались друг друга, а сам, да. Ну и вот такой. Они где? Вот сюда. Замечательно. Ну и, конечно же, боры. А вот сюда положим. О, вот так. Ну и самый-самый-самый-самый мелкий. Это номер 6. Сирота, бедняга. Один. Грустно ему, наверное, да. Ну, положим сюда его. Пусть здесь будет. Ну, в общей сложности, как мне кажется, тема раскрыта. Опять же, повторюсь, вроде ничего не забыл. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам было полезно. Заходите на канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Можно донатить за труды. Можно. Да. Было бы неплохо. Давно пора уже, как говорится. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.